Чё за... Алло, 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 Никита Вадимович. Да, Откуда у меня в телефоне ваш номер? это не важно. Ты должен приехать. Зачем? Ну как зачем? Ты что, чаты не читал? Для начала повесим тебе браслет на ногу, чтобы мы смогли видеть, где ты находишься. У нас же своей работы нет, как за каждым мигрантом наблюдать. Вот и твоя очередь настала. К тому же тут слушок пошел, что ты за кэш потратил и пару баксов заработал. А тебе по статусу так-то не положено. Плюс мы проверили твоего сотового оператора и выяснили, что ты порнуху смотрел. Ну, тут как минимум детеншн. О, погоди. Ты еще и торренты качал. Ну, тут депортация, не иначе, братан. В общем, текай с городу, бо тобі піза. Именно так себе представляют некоторые люди встречу с ICE-офицером. Насколько это соответствует действительности, я расскажу в сегодняшнем ролике. А перед тем, как мы начнем, обязательно поставь лайк за креатив, старательность и монтаж, потому как ваша поддержка и обратная связь – это один из двигателей моего творчества. Канал держится исключительно на моем энтузиазме. Плюс ко всему, на этом канале я рассказываю максимально полезную информацию о адаптации и жизни в Соединенных Штатах Америки. А теперь поехали. Итак, за месяц до моего мастер-суда мне позвонил ICE-офицер с просьбой явиться к нему, прихватив с собой все документы, которые у меня есть на руках. То бишь моя 862 форма, I-94, паспорт, словом, все то, что есть у меня в наличии. Стоит отметить, что офицер общался со мной максимально вежливо и обходительно. Он поинтересовался, в какую дату и в какой день мне удобно к нему явиться. После того, как мы утвердили дату и время, я побежал звонить своим знакомым, писать в чаты, для того, чтобы поинтересоваться, для чего же все-таки он мог меня пригласить. И теории были разные, начиная от внесения меня в базу данных перед мастер-судом, до отбирания паспорта и вешания браслета на ногу для того, чтобы отслеживать мое передвижение. Я все же остановился на первом варианте, потому как по A-number моего дела в судебной системе до сих пор не было. За 15 минут до указанного времени я оказался на ресепшене того здания, где восседают ICE-офицеры. На ресепшене меня не понимали, что я от них хочу. Я говорил о том, что ICE-офицер назначил мне встречу, и эти слова не оказывали никакого влияния на охрану. После того, как я произнес заветное слово immigration, они обрадовались и сразу поняли, куда мне нужно, и указали мне путь. Тут у меня возникла теория, которая греет мою душу. Звучит она следующим образом. Мой английский и мой внешний вид настолько не привлек внимания, что охранник в принципе не мог подумать, что мне нужно именно в миграционную службу, потому как в здании восседали и другие организации, так как это было административное здание и находилось несколько различных департаментов. Потому как тех же мексиканцев, которые шли за мной, их сразу определили в нужное направление. Перед входом в кабинет нам велели подождать. Спустя какое-то время выглянул мужчина, то бишь ICE-офицер, и спросил, кто же желает зайти к нему первым. Я выдвинул свою кандидатуру, он меня к себе подозвал, и я подхожу, он улыбается и закрывает передо мной дверь со словами «Я скоро вернусь». Я в смятении жду его возвращения. Мексиканцы вокруг меня сидят запуганные. Они прям чуть ли не трясутся. Я не понимаю, что происходит. Вскоре он все-таки появляется, берет мою 862 форму и паспорт и снова пропадает за дверью, опять же, таинственно улыбаясь. После 5 минут он все же приглашает к себе. Он спросил меня, менял ли я свой номер и место проживания, после чего дал мне бумаги, в которых была указана текущая дата и дата моих последующих посещений его офиса. По предварительной информации, я должен посещать его раз в месяц для того, чтобы отметиться. После чего он забрал мой паспорт и сказал, что он будет храниться у судьи. Крутецкий обмен, ничего не скажешь.
Далее он сделал копию моего паспорта, отдал ее мне. Помимо прочего, я также попросил его сфотографировать все страницы документа на всякий случай. Тот не стал никак препятствовать. После чего он провел со мной разъяснительную беседу, где я рассказал о том, что курить, бухать, колоться, все это не входит в мой билет в новую жизнь. И я должен вести себя максимально культурно, при желании балуясь марихуаной. Он сделал на этом акцент, что трава конкретно в штате Орегон, она легализована, я могу ее употреблять, но, опять же, не буянить. Также рассказал о фактическом запрете выезда за пределы штата, если поездка занимает более 48 часов. Точнее, здесь речь идет о самостоятельном выезде. Перед каждой подобной поездкой мне необходимо предупреждать его, после чего отправляться во свояси. Поэтому, мои дорогие любители, указать один штат, то бишь штат поручителя, а после втихую переехать в другой, перед этим не уведомив никого, я же все-таки рекомендую 10 раз подумать перед тем, как предпринимать подобные действия. Может быть, вам ничего за это и не будет, я не хочу нагнетать, но все же я вам рекомендую перед тем, как совершать подобного рода действия, уведомить своего айс-офицера. Потому что Америка разные, айс-офицеры тоже разные. В общем, будьте осторожны. Итак, что мне дала эта поездка? Мне дали определенные предписания, в соответствии с которыми я вынужден раз в месяц, по предварительной информации, ездить в соседний город и отмечаться у своего айс-офицера, как у участкового. Также у меня забрали паспорт и уведомили о том, что покидать штат более чем на 48 часов я не могу, предварительно не уведомив, собственно, самого офицера. Касаемо того же паспорта, я нисколько не расстроился, потому как я был готов, что у меня его могут отобрать. И за мои 4 месяца пребывания здесь, в Соединенных Штатах, я уже оформил ряд документов, которые заменяют паспорт. Та же банковская карта, водительское удостоверение. Поэтому первая вам рекомендация, ребят, очень важная. После того, как вы попадаете в Штаты, не тяните с этим и оформляйте документы. О том, как я оформлял вышеописанные документы и другие, я уже записывал много роликов, гайдов, поэтому смотрите, впитывайте информацию и не теряйте времени. Потому что я знаю, читал о таких случаях, когда у людей была встреча с айс-офицером чуть ли не через неделю после того, как они приехали в Штаты. И вот после того, как у вас отобрали паспорт, оформить ряд документов, вот это уже будет проблемой. Но, опять же, стоит сказать, что перед тем, как забрать у меня паспорт, айс-офицер у меня поинтересовался, какие документы у меня уже есть на руках. Есть ли у меня водительское удостоверение, есть ли у меня Work Authorization. На последнее я сказал, что Work у меня нет. Он мимолетом сказал, что работать мне нельзя, и мы дальше продолжили разговор. Я предполагаю, что если бы я сказал, что паспорт мне на данный момент нужен, он бы у меня его не отобрал. Как я и сказал ранее, Америка разная, люди разные, это все человеческий фактор. У многих паспорт в принципе не отбирают, поэтому не воспринимайте это видео как истину в последней инстанции. Это мой опыт, и, возможно, он пригодится вам. После мистер участковый поинтересовался, учу ли я английский. Я сказал, что я стараюсь учить его каждый день, он меня похвалил и пожелал всего хорошего. Спросил также, есть ли у меня какие-либо вопросы. Я рассказал, что меня до сих пор нет в судебной системе, после чего он сказал окей и снова пропал на какое-то время. После того, как он появился, он сказал, что все хорошо, и я могу через месяц появляться в указанное время и дату по месту моего суда. Прикол в том, что именно в этот же день вечером я получаю письмо на почту о том, что мой суд отменен, и дата нового суда будет назначена, и меня также уведомят об этом по почте. Подытоживаем. Браслет мне не повесили. Прессовать меня также не стали. Отобрали паспорт. Раз в месяц мне необходимо будет появляться для того, чтобы зачекиниться. Максимально вежливо дали понять, что нарушать закон не нужно, и в случае каких-либо стрессовых ситуаций
офицер порекомендовал мне звонить ему, потому как он ответственен за меня и за мое поведение. Если у вас уже проходила встреча с ICE-офицером, то расскажите об этом в комментариях, для того, чтобы люди, которым предстоит это мероприятие, имели представление о том, как это происходит. Всем спасибо за просмотр и хороших встреч. Пока-пока.